Слава Украине, привет всем от Полонского. Ребята, что делать, что называется? Есть такой вопрос. И вот он касается сегодня американцев и нас тоже, как их, не знаю, бывших союзников, что ли. Да, так вот, что делать американцам? Вы же скажете, да у нас своих проблем полно. Ну да, у нас своих проблем полно, но, знаете, я всегда привожу такой пример. Когда в свое время рухнул Древний Рим, то рухнул за ним весь мир. Весь мир полетел к чертовой матери, и, собственно говоря, наступили темные века. Вот такое темное раннее средневековье, пятый-шестой век нашей эры. И оно продолжалось, знаете, вот я его называю грязная эра такая, вот когда люди не мылись, ни гигиена, ничего, вот это вот жили в лайне, извините меня, продолжалось до 19 века, то есть продолжалось 1500 лет, на секундочку. Вот, через 1500 лет где-то вышли на уровень, который был вот в Риме. Ну, так, чтобы понимать, да, поэтому оно и нас тоже касается. Если, не дай бог, рухнет Америка, то хорошо не будет никому. Итак, почему в Штатах происходит то, что происходит, и почему Трамп делает то, что делает? Просто, чтобы вы понимали, а то, ну, Трамп мудак, Трамп такой, Трамп всякой. Он действительно, ну, неумно поступает, вы сейчас поймете. Но всему же есть объяснение, это же не на пустом месте. Итак, в Америке существует огромный государственный долг. Мы всегда смеялись, когда вот расисты говорили, а вы знаете государственный долг Америки? А вы видели его на сегодняшний день? Помните эту фразу, да? Там сколько? 30 триллионов, уже больше, наверное, долларов. Вот. Вы видели государственный долг США? И он постоянно растет. Что бы ни делали, растет. Вот сейчас Трамп и Маск пытались сократить госрасходы, пытались там вообще сократить траты госбюджета, пытались повысить доходность госбюджета, а долг растет. Елки-палки, а что происходит? Почему вот это все происходит и э, почему? Почему у Трампа ничего не получается? Вы знаете, и не получится. К сожалению, и не получится, потому. Итак, посмотрите, что происходит с Америкой. Если взять ее торговлю с любой из стран мира, ведь не зря вот Трамп, когда объявлял свои санкции, он объявлял санкции сразу 185 странам мира. Ну, это же не просто так, да? И с любой из этих стран у Америки дефицит в торговле. То есть Америка туда продает меньше товаров, чем она в результате потребляет оттуда, да, чем покупает оттуда. Очень интересно, да, и это касается практически всех стран, причем даже иногда таких даже как Лесото. Они сандали санкции даже Австралии, которая никогда в жизни не вводила пошлин против США. Туда, по-моему, вообще из Штатов беспошлинный ввоз, они им 10% сандалили. А что ж такое? Что такое, откуда это все происходит? Ребята, все довольно просто. Ну, сейчас я вам просто на примере покажу. А что у Китая происходит в этот момент? У Китая полностью обратная картина. У Китая вот какую страну не возьми. Кстати, та же картина будет наблюдаться, или похожая картина будет наблюдаться у Камбоджи, у Вьетнама, Таиланда и так далее. Какую страну не возьми, у Китая с ними профицит. То есть они продают туда товаров и услуг больше, чем потребляют оттуда. Интересно. Штаты, значит, продают меньше, и что Трамп, вот он выпрыгивает из штанов, ничего не получается. А Китай, вот сколько на него санкций сейчас не накладывают, все равно продает больше, чем покупает. Вывод. Почему это берется? Все довольно просто, друзья мои. Дело в том, что, к большому сожалению, Соединенных Штатов Америки, они не производят столько товаров и услуг, сколько они потребляют. Все очень просто. И, соответственно, страна живет в долг. И, соответственно, в стране ненатуральный уровень жизни. Он должен быть ниже. Увы и ах, вы не зарабатываете эти деньги. За счет чего живут Соединенные Штаты? Только за счет печатания доллара. Это правда, это очевидно. Если бы доллар печатали не они, а какая-то другая страна, Великобритания, например, кто-то другой. Или если бы все перешли на фунт стерлядей, ну, к примеру.
Уровень жизни сегодня в Штатах был бы, ну, я знаю, приблизительно, ну, как в Аргентине, например, или как в Чили, или как в Перу. Ну, вот как вот приблизительно так, да. Вот можно сравнивать с Аргентиной, было бы как в Аргентине сегодня. Не лучше, не хуже, а приблизительно так же. Или в Бразилии. Вот там, ну, там плюс-минус. Разница есть, те страны лучше, те Уругвай получше, Аргентина похуже, там Чили получше, этот Перу похуже. Но вот где-то вот на этом уровне должен быть уровень жизни и в Соединенных Штатах Америки. Поскольку они просто-напросто не производят того, что они потребляют. И обвинять в этом Китай, Венесуэлу, Украину, кого он там обвиняет, Великобританию, ЕС, кого хочешь. Все вокруг виноваты, и даже пингвины с острова Макдональд тоже виноваты. Это абсолютная глупость. Что делает Трамп? Да, глупость, потому что просто надо больше производить товара. Так, вы сейчас скажете, так Трамп же и хочет больше производить. Подождите. Больше производить. Это опять глупость. Значит, смотрите, что делает Трамп? Какие он вводил санкции, тарифы странам. Он брал, ну не он, а его помощники, понятно, что он мало что в этом соображает. Его вот помощники брали, говорили, так, ага, какой у нас там дефицит с Евросоюзом? Ну, с Евросоюзом, к примеру, Евросоюз туда продает в Штаты, по-моему, на 600 миллиардов евро в год приблизительно, плюс-минус там. А Штаты продают в Евросоюз на 357 миллиардов евро в год. Ага, разница 200 с чем-то миллиардов. Угу, понятно, окей. Вот давайте им сандалим такие пошлины ввозные в Америку, чтобы они покрыли, вот эту вот разницу. И в сандалим Евросоюзу, чтобы он нам уплатил 200 с чем-то миллиардов евро при ввозе своих товаров в США. И так они, собственно, и сделали. Всандалили, правда, потом поняли, что это самое, и отменили. Начали переговоры. Ребята, но опять, это кто это посоветовал сделать Трампу? Это ему посоветовал сделать Питер Наварро. Это лучший экономист Трампа, который основывается на работах ученого Рона Вара, который не существует, да? Это псевдоним того же самого Питера Наварро. А он все время на него ссылается, что вот этот великий ученый, значит, доказал, что тарифами можно регулировать всю мировую экономику. Ага. Только оказалось, что это он сам. Да. Так вот, об этом же человеке, о Роне Наварро, который советовал Трампу всю эту лабуду с тарифами, ну, хорошо, не в бровь, а в глаз сказал Илон Маск. Илон Маск о нем сказал следующую вещь, что Рон Наварро тупее, чем мешок с кирпичами. Да. Вот. И тут я с Маском не могу не согласиться. Рон Наварро действительно неумный человек, и он видит, ну как вам сказать, Рон Наварро видит, вот знаете, когда лошадь бежит, скаковая, либо же раньше в повозках ездили на улицах одновременно с автомобилями, вот у них закрывали им глаза вот такими вот картонками, и они видели только вот эту часть. Так и Рон Наварро, он видит только какую-то часть перед носом своим, да, больше он ничего не видит. Ну, в силу, видимо, образования, еще чего-то, каких-то других причин. И он считает, что только тарифами можно это все отрегулировать. Да ни фигулечки это нельзя отрегулировать. Значит, смотрите. К примеру, Штаты сейчас вводят тарифы в отношении Китая или в отношении Евросоюза. Тарифы, пошлины ввозные. Скажите мне, в какой момент платятся ввозные пошлины? Это же элементарно, это же знает любой дурак. Ввозные пошлины платятся в тот момент, когда товар прибыл на территорию соответствующей страны. То есть, если, условно говоря, автомобиль Mercedes из Германии прибыл в Соединенные Штаты Америки, то при пересечении таможенного контроля в Соединенных Штатах Америки за этот автомобиль нужно уплатить пошлину в размере там сколько-то тысяч долларов. Да? Все. Кто его платит, скажите мне? Фирма Mercedes? Так может подумать только дурак. Нет, конечно. Фирма Mercedes как продавала, условно, Mercedes, Мерса этого за 100 тысяч бакинских комиссаров, так она и будет продавать его. А ввозную пошлину платит кто? Правильно, фирма, которая покупает, американская компания, которая покупает автомобиль Mercedes, и дальше его будет продавать кому? Правильно, американскому потребителю. Ага, значит, кто в результате заплатит за вот этот автомобиль Mercedes больше? Германия?
Нет, конечно. За этот автомобиль что заплатит потребитель в Соединенных Штатах Америки. Появится ли больше товаров и услуг в Соединенных Штатах Америки от того, что они обложили тарифом, условно говоря, Германию? Конечно, нет. Просто американский потребитель начнет платить больше налогов. Все. Как это не понимает человек, который говорит, что он экономист, я не знаю. Да? Вот я даже с моим церковно-приходским образованием понимаю, что, ну это глупость. Да? Это очевидно. Но вот в команде Трампа этих вещей не видят. Дальше вы скажете, ну так он же хочет перенести всю промышленность в Соединенные Штаты Америки. Да, он хочет перенести промышленность в Соединенные Штаты Америки. Но тут же есть другое но. Помните, я вам начал говорить, начал это видео, ну не начал, а в начале ролика говорил о том, что Соединенные Штаты Америки живут не по карману. Угу, да. Что это значит? Что они не зарабатывают деньги на те сервисы, и те зарплаты, и те услуги, которые им предоставляются. Ну, например, вот у меня просто масса друзей в США. Там бабушки, дедушки, там после 70, там, они находятся в прекрасных таких приютах, действительно хороших, практически на шару, и получают все эти вот льготы, там, этих ногтестрижек, массажисток, этих уборщиц и так далее, спортзал. И это все, вот Калифорния, например, да, в частности, Лонг-Бич. И другие, ну не суть важно, вот другие живут в Мэриленде, там друзья у меня, третьи там в Огайо и так далее, это все разное. Вот. Они, понимаете, они на сегодняшний день потребляют больше, чем они производят. И они, де-факто при том производстве товаров и услуг, которые есть в Соединенных Штатах Америки, они не могут себе позволить ни вот этих массажисток, ни вот этих ногтестрижек, ни вот этих вот перукарей, которые там их стригут, ни социальные какие-то другие моменты, которые они себе оказывают, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Они не могут себе позволить тех пособий по безработице, которые у них есть. Они не могут себе позволить то количество часов рабочих, которые у них есть, и так далее. Им нужно работать больше, а жить хуже. Только в этом случае Соединенные Штаты Америки выйдут на тот уровень производства, чтобы у них появилось столько денег, чтобы они тратили столько, сколько они зарабатывают. Все. А если вы хотите тупо перенести, заставить компании перенести заводы из Таиланда, Камбоджи или Китая или Вьетнама в США, не поменяв ничего в Соединенных Штатах Америки, то есть не понизив кардинально уровень жизни в Соединенных Штатах Америки, у вас ничего не получится, потому что это производство станет дороже вследствие того, что в Соединенных Штатах Америки работники, а также околоработные товарищи, их семьи и так далее, получают незаслуженно те услуги, которые они не зарабатывают. Поэтому невозможно перенести завод. Понимаете, вот они говорят, Тесла американская машина. Нифига она не американская машина. Она китайская машина. Потому что многие очень запчасти для нее производятся в Китае. Ладно, есть модели, которые больше собираются в США, но есть модели, которые в Китае. И вы с этим ничего не можете сделать. Если вы все это перенесете в США, цена Теслы взлетит до таких космических высот, как я и с айфонами. Да, они же отменили это все. Что их никто не станет покупать, потому что китайцы завезут свой Зикр, который лучше Теслы во всех отношениях. Да? Ну, честно, давайте я откровенно. А стоит в 2 раза дешевле. И еще китайцам при этом выгодно. А почему? Потому что китайцы, ребята, живут хуже, чем они могли бы жить. Вот разница, усекаете? Американцы живут в долг. Вот. То есть они не зарабатывают тех денег, сервисы и услуги, на которые они, и товары, на которые они имеют. А китайцы перерабатывают и не получают. Понятно, да? Вот. И поэтому отсюда идет фундаментальное отличие между Китаем, Камбоджей, Таиландом и так далее и Соединенными Штатами Америки. Те перерабатывают, эти не дорабатывают. Естественно, там товар дешевле, естественно, он плывет в США. Кстати, вы знаете, что уже поехали челноки из США в Китай? После введения пошлин. Да, за плазмами, да. Все как было в СССР там в начале 90-х. Угу. Ну, когда развалился СССР, вот появилась Украина, Россия, Беларусь, куда все ехали, кто в Польшу, кто в Югославию, кто в Турцию, вы помните, да, вот, кто в Китай.
По-разному уж было. У каждого было свое направление. И везли кто что мог. И потом продавали на барахолках. В Штатах, кстати, тоже есть барахолки. И скоро будут очень большими. Увидите. Это они сейчас начинают проходить тот путь, который мы проходили в свое время. Да. Так вот, Трамп, он видит только... Ну, Трамп сам ничего не видит. Он пожилой человек. А вот его команда экономических гениев, с которыми, кстати, Илон Маск очень часто не согласен, как я уже говорил, они видят только часть мармезонского балета и часть этой картины. И, значит, что они предлагают делать? А что вообще можно сделать в этой ситуации? Давайте разберемся, что в этой ситуации вообще можно сделать. Можно сделать очень просто. Выходов два. Первое, оставить все как есть и переложить это на будущее поколение, авось когда-нибудь само собой рассосется. Вот. Ну, рассосется, как оно может рассосаться? Ну, потом, например, скинуть доллар, помножить на $0, объявить со временем, через какое-то там количество времени, объявить дефолт, значит, доллар упустить в 1000 раз, например, да, и ввести другую валюту. Другую валюту и таким образом похренить вот этот вот долг, который там у них накопился, и одновременно понизить уровень жизни большей части населения, потому что они потребляют больше, чем они могут сожрать, больше, чем они производят, извините. Вот. Ну или второй вариант, это делать что-то сейчас, переносить производство в США. Но тогда надо резко понижать уровень жизни, ребята. Чтобы производство поехало в США, вот все, что есть на сегодняшний день у среднего американца, причем абсолютно у любого американца, от того, кто получает социальную помощь, и до того, который по американским меркам является средняком, скажем, у него есть несколько миллионов долларов, он крутит какой-то бизнес, они сейчас, кстати, массово разоряются из-за того, что происходит с Китаем, с Евросоюзом и так далее. Сейчас вот этот средний класс американский, он выбивается полностью. Вот. Тогда нужно понижать их всех уровень жизни. Средний класс станет бедным классом, бедный класс станет нищим классом. И Америка должна прийти к уровню жизни, как вот в Аргентине или в Бразилии, или там в Перу где-нибудь, или в Чили, или, Боливия это уже слишком. Вот Чили где-то, да, посмотрите, как живет. Вот Америка должна жить приблизительно так же. Тогда она будет жить по карману, по своему карману, и постепенно это устаканится. Но как вы себе представляете, что вот американец, который там привык жить, сколько там у них там пособия по безработице, я не знаю, там 1000-1500 долларов в месяц. Я минимально беру самое, кто на дне. Ему придется жить на $600. А тот, у которого сейчас 5 миллионов, он будет жить, у него останется 500 тысяч, грубо говоря. Вот так, просто потому что эти деньги, они не заработали в результате этих денег, понимаете? Они не выпускают продукции на то, чтобы у него было 5 миллионов долларов, условно говоря. Вот это все. Или услуги, или еще чего-нибудь. У них просто тупо нет на это денег. Значит, надо понижать внутреннее потребление. А тогда нафига эти заводы, если потребление понижается? Они нафиг никому не нужны. Вот и все, вот и все. Поэтому, в принципе, правильно делали, с моей точки зрения, те американские президенты, которые ничего не делали в этом плане. Они оставляли это дело на будущее, посмотреть, знаете, там или Ишак сдохнет, или гора куда-то переедет, да. Вот, как-то так это все. Потому что сейчас, вот то, что делает Трамп, он использует только один рычаг из множества рычагов экономических, которые можно было бы использовать и нужно было бы использовать в этой ситуации, и думает, что он ситуацию поправит. Он знаете, что он только навредит. Единственное, что он сделает, он разорит средний класс, потому что получается, что удар пошел по среднему классу, я имею в виду тем, у кого там денег, грубо говоря, от миллиона до 10 миллионов, да, долларов. То есть небольшие люди, вот, которых в Америке много. Удар пойдет по ним, потому что пострадает средний и малый бизнес, а по американским меркам это средний и малый бизнес. Вот. И, собственно говоря, они станут бедными. Больше ничего не изменится. Никакое производство в массовом плане ни в какую Америку не поедет, просто по базисным причинам. Вот, собственно, и все. Поэтому то, что делает Трамп, это полная глупость.